Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео мы поговорим про инертность среды. Естественно, что любой человек является продуктом своей среды, и лично я, конечно же, не являюсь исключением. И я с малых лет обращал внимание на то, что люди живут как будто бы по какому-то одному общественному алгоритму. Например, когда я, будучи ребенком, находился в детском саду, я не понимал, почему дети из той же группы, что и я, начинали бегать и резвиться после того, как их выпускали на улицу, на прогулку. И я стоял в стороне и думал, неужели так нужно делать только потому, что их выпустили на улицу погулять. И мне казалось странным, что вообще какая-либо активность может строиться не на интеллектуальной коммуникации, а только потому, что активность предписана неким графиком. Например, мне кажется странным вступать в половой акт с человеком, который мне не симпатичен. Хотя, конечно же, половой акт можно списать на природное побуждение, но и на самом деле оно таким и является. Но если в человеке такое побуждение преобладает над всем остальным, то можно объяснить этим все его поведение. Я не говорю о том, хорошо это или плохо, а говорю о преобладании машинального побуждения над разумом. Социальный биоробот. На самом деле человек является ничем иным, как биологическим роботом, потому что его восприятие предопределено его сенсорной системой, на основании получения данных с которой мозг человека создает некую картину мира, которую он и воспринимает как свою реальность. Некий посетитель моего канала, который является приверженцем теории о какой-то свободе воли, спрашивал меня о том, как я отношусь к этой теории. И я отношусь к ней так же, как к рассказу о Карлсоне, который живет на крыше. И, кстати, вот в психиатрии есть определение навязчивой идеи, которое называется обсессия. И идея свободы воли – это такая же навязчивая идея, как и идея некоего бога. Только почему-то никто из носителей этих идей не был признан сумасшедшим. И я говорю это к тому, что человеком управляют идеи, которые формируются в нем самой средой. И при помощи идей у человека может создаваться представление о необходимости или недопустимости чего-либо. И самое интересное, что этот принцип не меняется тысячелетиями. Вот, допустим, раньше инструментом донесения идеологии были радио и телевидение. Сейчас этим инструментом еще стал и интернет. И вроде бы у обывателя может создаться впечатление, что интернет является пристанищем для свободных людей. Но понятие так называемой свободы является абсурдом в случае, если человек в своем отношении к реальности оперирует понятиями той же самой идеологии, тезисы которой транслировались раньше по радио и телевидению. Это все равно, как если бы человек провозгласил себя независимым от кислорода только потому, что в текущий момент на него надета кислородная маска. То есть кислород является составной частью человеческого тела, без поступления которой извне жизнь человека невозможно, и в случае с идеологией ее тезисы являются составной частью понятийного аппарата человека. И на основе этого понятийного аппарата он строит свое представление о реальности. И человек может быть свободным от идеологии только тогда, когда его суждения не строятся на понятиях этой идеологии. Но слово «свобода» в данном случае не совсем корректно, потому что если человек не оперирует понятиями какой-либо идеологии, то его мышление параллельно ей
и никак с ней не соприкасается, но и в данном случае человек не является носителем ее понятий, а поэтому говорить о какой-то свободе от нее бессмысленно, просто потому что понятия в данном случае не являются органическими частями его суждений. Понятие свободы на самом деле уже только одним фактом его использования означает противопоставление вытекающему из него же понятию несвободы. Например, если человек не пользуется никакими деньгами и не пользуется товаром, который покупают за деньги, то его бессмысленно называть свободным от денег, потому что он не соприкасается с деньгами ни в коем виде, ни бумажными, ни электронными. То есть само принятие идеологического понятия, равно как и противопоставление своего суждения ему, означает противостояние на уровне одной и той же идеологии, потому что борьба порождается исключительно в одном идеологическом поле. Что нужно для понимания того, что такое идеология? Для того, чтобы понять, что такое идеология, нужно понять, чем движим человек. Если взять усредненное большинство, то для него не имеет значения идеология, для него имеет значение то, что активирует его инстинкты, потому что оно воспринимает действительность через них. Большинству нужна групповая идентичность, потому что только в ней каждый из тех, кто это большинство составляет, может инстинктивно сослаться на эту идентичность, потому что у него нет мышления для осмысления своего отдельного положения как бы со стороны. То есть в данном случае машинальная ссылка на свою принадлежность к массам — это не недостаток, это единственная возможность для представителя большинства машинально сослаться на свою якобы систему представления об этом обществе. Но хотя никакой системы представления об обществе у него нет, потому что есть только реакции, которой пользуется пропаганда, активируя ее. Пример инертности среды моих родственников. Я долго жил со своими родственниками, чьи представления о том, что такое правильно и неправильно, определяется не здравым смыслом и, как следствие, действием адекватным реалиям, а определяется неким государственно-религиозным штампом. Например, они говорят о необходимости работать, а не зарабатывать деньги. Во время так называемых кризисов никто из них не говорил мне, как сохранить свои уже заработанные деньги, но то, что надо работать, говорили всегда. Например, недавно закончился мой отдых протяженностью почти 2 года, и поскольку доходов от деятельности в интернете у меня нет, я решил, что теперь можно устроиться и на наемную работу по своей специальности, чтобы заработать денег на жизнь и, возможно, освоить что-нибудь новое в своей профессии на новом месте работы. Но я так говорю не потому, что я пропагандирую работу, а потому, что в данном случае такой мой шаг соответствует конкретно моей ситуации и моему личному взгляду на нее. Я считаю, что каждый должен поступать так, как удобно ему, если это не нарушает свобод других людей. Хотя, конечно же, представление о правильном поступке и неправильном формирует сама среда, в которой человек рождается и живет. Вернее, среда делает свой значительный вклад в представлении человека о том, как правильно и неправильно для него самого. Например, в массовой интернет-среде распространяется своего рода рекламный слоган о некоем успехе, который уже предполагает некий достаток, предполагающий наличие атрибутов в виде отдыха в различных странах, дорогих автомобилях и так далее. Но мне, например, было бы комфортно просто жить в какой-нибудь тихой, спокойной деревне, потому что я этого хочу интуитивно. Мне не нужны атрибуты достатка для демонстрации их кому-либо, потому что люди, живущие такой демонстрацией, на самом деле это бедные люди, безотносительно к количеству денег, находящихся у них на счету, да. И это все потому, что эти люди живут реакциями других людей, они зависят от реакции других людей, и им нужна все более пафосная демонстрация атрибутов своего достатка.
Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, я исследую первопричины происходящего. И человек богатый не нуждается в демонстрации атрибутов, потому что вещи для него не выходят за рамки практической необходимости. Для богатого человека приоритетной целью является реализация своих интеллектуальных идей, а не демонстрация достатка, потому что достаток для него это средство, которое позволяет высвободить свои силы на реализацию этих интеллектуальных идей, а не является целью как таковой. Притом я не обязательно имею в виду богатство материальное. Под богатством я понимаю возвышение человека над средой благодаря своей интеллектуальной идее. Это не превосходство над другими, это возвышение над средой, которое позволяет исследовать ее со стороны, не являясь в этот момент ее частью.